Всем привет, мои хорошие! Это обещанный рум-тур. Скажу сразу, он получился совсем не таким, как я его представляла, и не таким, каким представляли его вы. Но, тем не менее, давайте посмотрим, где я сейчас живу. Это аренда. Я снимаю жилье в аренду. Выбирала я место, которое тихое и в котором мы могли бы с вами использовать разные декорации, а также могли расположить наши с вами триггеры, косплеи и прочее. Ну, собственно, то, что вы видели сейчас, это прихожая. Здесь валяются всякие шарфики, шапочки, зонтики, расчесочки. А здесь, когда заходишь, целый стеллаж триггеров. Да. Практически все триггеры хранятся здесь. И котик, котик, как всегда, смотрит на меня. Что ты делаешь? Вот, чуть-чуть поближе показываю. Честно сказать, я записывала несколько версий, да, рум-тура. Где-то более сильно показывала предметы, но это так долго. Поэтому я не знаю, лучше мы с вами, если вы хотите, я еще запишу несколько вариантов. 100 триггеров долгих, быстрых, 1000 триггеров, еще версию долгую и быструю. Вот чтобы показать получше, собственно говоря, триггеры, потому что их нереально долго показывать. Так, в общем, здесь всякие какие-то вещи хранятся. И вот он, компьютер, мой пыльный компьютер, да. У кого компьютер тоже в пыли, поставьте плюсик в чат. Скажите, что я не одна такая. Здесь у меня хранятся батарейки и разные огоньки, гирляндочки, буковки, в общем, разные виды. Рядышком стоят еще стеллажи, назовем их так. Здесь хранятся тоже какие-то вещи для будущих видео. Вот тут, например, у меня кристаллики разные приходят с Алиэкспресса. Они очень красивые, и мне бы хотелось когда-нибудь с ними тоже снять видео. Вот. Какие-то декорации, какие-то еще огонечки. И здесь открыточки, здесь конвертики, наклейки. А вот это картина, которую мне подарил мой зритель еще несколько лет назад. Здесь сушилка была, на которой я сушу одежду. А здесь рыбки из Таиланда. Кстати, за рыбок большое спасибо тому человечку, кто мне в инстаграме прислал гайд, как их сделать. Это вы видели стеллажик с лекарствами, а это видите меня. Мои кривляки в это зеркало. Практически в инстаграме половина фотографий сейчас в этом зеркале делается. Да, мои тапочки грязненькие. Весы — самая страшная вещь, на которую становишься потом так себе. Камин, который мы уже с вами использовали в некоторых видео. Кот тоже обязательный предмет интерьера. В общем, что могу сказать? Это жилье, которое я снимаю в аренду, в принципе, прикольно. То, что вот так вот сложились обстоятельства, и в прошлом месте стало невозможно записывать СМР-видео, и в итоге мне пришлось искать место для съемок. Я узнала что-то новое в жизни, и что такое, когда место больше, чем 8 квадратных метров, в которые нужно впихнуться совсем. Потому что вот вы триггеры видели, они все у меня были в той комнатке. Сейчас еще увидите одежду и будете в шоке. Вы поймете, почему в последние года у меня были проблемы сделать косплей или что-то показать, так как это просто было сложно найти. Еще один стеллажик, который вы видите на стриме. Он, я не знаю. В общем, я свинья. Я не знаю, как по-другому это назвать, но вы видите прекрасно, что у меня нету идеальной расстановки, нету идеальной уборки. Искренне вы
восхищаюсь людьми, которые так могут делать, но у меня все как-то наставлено, наляплено. Но тем не менее, кстати, это шкатулочка с Алиэкспресса, и она просто шикарная и восхитительная. Вот. На этом стеллаже я изначально хотела красиво расставить какие-то вещи, чтобы они стояли и на фоне стрима были красивыми. Тут у меня альбом, фотокарточки, замок, который я купила в Леруа Мерлене, и я его не проверила, а он оказался треснутый. И вот спереди и сзади там было. И да, я озвучиваю просто сверху дорожки, которые отобрала, так как эта запись производилась без моего голоса, а запись, которая была с голосом, там вышла на 2 часа. Это, ну нет, ну не знаю, мне кажется, это бессмысленно. Здесь вы видели книжечки, моя надежда все-таки выучить иностранные языки, кошачьи игрушки, куда же без них, хотя они на самом деле везде раскиданы. И по всей квартире валяются. Чашечки с Алиэкспресса заказала красивущие, классные, но у Фокси аллергия на пластиковую посуду, и поэтому все миски пришлось заменять на стеклянные. Так и не могу ими пользоваться. А это мне тоже подарил один из зрителей, тоже давно. Спасибо. Если смотрите, вот старые зрители, да, то большое спасибо. Я все храню, все есть. И наконец-то оно более-менее у меня как-то висит, стоит. Я могу этим любоваться. Серебряная кнопочка, а золотая кнопочка стоит на камине. Я ее хотела сюда тоже впихнуть, но она такая огромная, что она не влезает в ячейку этого стеллажа. Фонтанчик на стриме, с вами помните его, запускали, но он громковат, но надеюсь все равно видео происпользовать. Там были вещи для видео, музыкальный магазин, тоже какие-то книжечки. Это посылки модераторам. Я их, кстати, уже отправила, и практически все получили. Мое рабочее место, то, где я сижу, наверное, большую часть своего времени, не знаю, целыми днями в этом злополучном кресле. Ну, кресло и кресло. Честно сказать, по прошествию времени могу заметить, что, наверное, ранее я бы выбрала другое кресло, а не шла бы на то, что у всех стримеров. И типа тоже тогда нужно такое. Вот, в Блюете, кстати, на него сейчас записываю звук. Мой свет, мой дневничок, в котором я записываю свои планы, что нужно успеть сделать. Когда-нибудь хочу отдельное видео, но не знаю, интересно ли вам будет или нет. Мой коврик, и он грязный. Мои телефончики, очечки, куда же без них. Клавиатурка, компьютер. Компьютер выключен тут был, потому что изначально я записывала со звуком, и он шумел. Микрофон и звуковая карта. Целая кипа проводов. Она тянется вдоль всей стены и потом вот выходит туда, к системному блоку. Это чтобы на стриме звук компьютера был как можно тише, так как это аренда. Я не могу здесь сверлить стены, не могу делать дырки в стенах, поэтому тут было только отставить системный блок как можно дальше. Ну, а в этом стеллаже вы видели просто разные какие-то бумажки, ручки и прочее. Там моя была водичка, а здесь котик. Котиковый. Я в капкан попала. В маленький приятный капканчик. А здесь вот он идет Фоксик. Ну, мило. Внизу находиться приятно, хотя могу заметить, для рабочей комнаты на самом деле мне комфортнее было бы, как в старой комнате, где я жила у тети, так как когда так много места, немножко неуютно. С другой стороны, вот вроде бы рядом кухня, сразу можно пройти. Ну, как-то так. Зато я очень надеюсь,
все-таки у нас будет стримов побольше, и Just Dance, прыгалки, прочее, как раз много места позволит спокойно этим заниматься. А вот эта зона котов, здесь они кушают внизу, и тут их корма. Вот кто спрашивал, чем я кормлю котов, собственно, стараюсь я их кормить вот этими алманатурами и облавцами, так как, ну, блин, там прям такая курица. Но любят они проплан. И нет, если что, в принципе, у меня нет рекламы. Так что все, что здесь показывается, это не реклама, а просто обыденность жизни. В общем, обожают они проплан, но я стараюсь их кормить облавсом, алманатуром, так как там прям вот курица, как курица. Вот. И кто-то попрошайничает еду. Хотя перед этим, вот видите, миски полные. Я уже эту маленькую рыжую плошку кормила, а ей все мало. Ну, я думаю, это растущий организм, поэтому Фокси так много кушает. Ну и, конечно, вот я сейчас пытаюсь записать себя вместе с ней. И что делает кот? Уходит. И так каждый раз. Здесь моя скатерть, которую я уже благополучно заляпала, стульчик, за которым я сижу, кушаю. И, собственно говоря, кухня. Честно сказать, не знаю, что толком на кухне показывать. Кухня и кухня стандартная. Чайники, тостеры. Кстати, я им не пользуюсь, это заметно по слою пыли. Водичка кипяченая всегда, сахар и вот заварочка. Да, обычная кухня. Вот тут я чай пила, но не допила. Вот. А здесь у меня есть мои маленькие заначки сладостей, каких-то вредностей. Есть у кого-нибудь тоже такие заначки? На самом деле с детства люблю, чтобы, ну, в таких количествах у меня на самом деле не было. Здесь просто есть возможность и место, да, куда это наскладировать. Но всегда с детства у меня была заначка какой-нибудь шоколадки или еще чего-то на случай покушать. В общем, надеюсь, на этой кухне будут сняты видео, будет сняты фотосессии и милые, и секси, и, конечно, будут кукинг-стримы. 2020 год, я тебя жду. Хлебушек, овощи, витаминки, которые иногда пью. Кинечка на холодильнике. Фокси себе еще пока не распечатала, но тоже сделаю. Но, собственно говоря, холодильник. На самом деле в холодильнике особо ничего нету. Такой стандартненький какой-то набор. Супчик, йогурты, колбаски. В морозилке смороженное мясо, пельмешки, замороженные овощи. Тоже мяско, недоеденные голубцы, сыр, лимон и вкусняшки. Так, довольно обычно. Не знаю, как ваш холодильник выглядит, но у меня как-то так. А здесь мы с вами попадаем в ту комнату, которую я отдала полностью под вещи для стримов, видео, косплея и все в таком духе. Ну и их у меня скопилось на самом деле реально дофига. И цель в 2020 году действительно это все отфоткать, снять и простримить. Я надеюсь, что 2020 год будет в этом плане более у меня удачливым. Сейчас разберусь с врачами и будет нормально. Вот, ну, в общем, не знаю, очень много-много-много здесь. Вот видите, что-то еще старое, самодельное есть. Есть что-то с Алиэкспресса. Практически все, ладно. Вот, какие-то милые, какие-то секси-варианты. В общем, много-много. Если смотреть, то сейчас будет много этих кадров. Я, конечно, все здесь не могу показать, потому что, опять же, ну, это очень долго. Но примерно вы можете представлять и видеть мой шопоголизм и заначество с Алиэкспресса. Вот, какие-то из этих нарядов, в принципе, уже были использованы. Вот, какие-то еще не были, кстати. Вот здесь вон там ангел пошитый, демон пошитый.
здесь разные гетры, тоже опять платья, костюмы, косплейчики, косплейчики, косплейчики. Ребят, пожелайте мне удачи, чтобы я это реализовала и порадовала вас огромным количеством контента, так как сами видите, на самом деле контента сделать можно очень много, и фото, и видео, и просто, не знаю, очень много всего. Так что держите за меня кулачки, чтобы 20-й год был реально продуктивным. Зато вот сейчас, когда оно развешено, да, хоть оно тут и не идеально отсортировано, там еще что-то, знаете, какой-то кайф, когда вы видите, а что у вас есть. Потому что там в комнатке, когда я у тети жила, была тоже проблема с тем, что, ну, на самом деле оно все так утрамбовано, свернуто и убрано, что даже фиг его знает, что есть. А это, кстати, сексные боди для Патреона когда-нибудь, может быть. Вот, ну и тут тоже, это, по-моему, все боди идут, но видите, они все разные. Какие-то чуть-чуть открытия, какие-то закрытия, в общем, все, что мне понравилось. И, опять же, все Алиэкспресс. Очень, вот это, кстати, белое очень красиво смотрится. Просто шикарно. Так вот, сами видите, всего полно. Так что, надеюсь, все будет хорошо. И как надо. Мои любимые кардиганчики. Обожаю сочетать, знаете, кофточку с вырезом и мягкий, уютный кардиган. Мне кажется, это делает образы настолько нежными и приятными. То есть женственная грудь, женственная зона декольте плюс уютная кофточка. Вот, кстати, мои топики. Не знаю, обожаю такие образы. Парочка свитеров, так как я на самом деле не очень большой фанат свитерков. Вот здесь тоже какие-то кофточки. Здесь еще продолжение, но это более что-то обычное, такое классическое. То есть не косплей, хотя некоторые из них я использовала для косплея. За косиком. Тут в теории юбки. Вот, хотя по юбкам на самом деле у меня только одна любимая черная, которая юбка шортики и самое-самое удобное на стрим одел, под низом шорты и вроде юбка, а здесь немножечко бурбей или как их называют. Ну да, вот я показываю, что ляжка немножко жирновата, и пока я выгляжу в них как колбаска. Но надеюсь, что опять же 20-й год, после того, как я вылечусь, как мне разрешат заниматься спортом, потому что сейчас пока мне временно сказали не ходить ни в спортзал, никакой нагрузки. Вот. Но думаю, январь у меня будет еще с врачами, а там уже что-то, уже начну физическую активность и будет нормально. Вот. А здесь парики. Вы видели стопку моих париков. Опять же, с париками я не знаю, как их показать. Это огромное отдельное видео. И я сама до сих пор с ними не разобралась. Но в плане, я хочу каждый открыть, каждый отфоткать на себе, чтобы более детально помнить и видеть, как они выглядят. Так-то в целом я знаю их, вон даже там есть небольшая стопка бумажек, которых я себе фоткала и печатала, но там не все. А здесь вы видите чулки. Вот то внизу все было, это были чулочки. Ну а здесь какие-то атрибутики тоже для косплея. Не знаю, джойстики
Здесь небольшая коллекция туфелек и сапожек для персонажей. А здесь нижнее белье для фотосессии, потому что они все очень красивые. И, в общем, у меня на самом деле очень много нижнего белья. И я просто огроменный фанат нижнего красивого женского белья, как и фотосессии в этом. Опять же, надеюсь, воплощу, сделаю. Здесь хвостики, там вот был коврик для одного из видео с вашим самым желанным персонажем. Всякие мечи, крылышки, разная солянка от всяких персонажей. Здесь продолжение нижнего белья, разные какие-то и коровки, и вот это вот Санта, и просто красивые комплекты женского белья. Здесь, по-моему, купальники. Некоторые из них уже были отфотканы. Вот крымский, по-моему, и в Таиланд я вроде брала или нет, я не помню. Но там еще есть новенький. Если когда-нибудь удастся поехать еще в теплые страны, то буду их там тоже фоткать. А здесь просто комплекты нижнего белья. Многие, видите, запечатаны прям совсем полностью. Это новые, то, что наприходили. И да, когда-нибудь будет больше фотографий в бельишке, потому что, блин, я правда люблю белье. Я действительно люблю быть разной и в свитере, и в кофточке, и в лифчике, и в трусиках, и в джинсах. И мне кажется, это круто, потому что, ну почему нет? Когда, как не сейчас, радоваться и наслаждаться. Здесь тоже небольшая коллекция книжек. Большинство из них было куплено для вас, для чтения вам. Но из авторских прав, к сожалению, многие из них я не уверена, что могу читать. И не знаю, как с этим быть, потому что вы знаете, что я люблю чтение сказок, чтение книжек, но чтение их по закону — это нарушение авторских прав, поэтому не знаю пока, как с этим правильно поступить. Но опять же, вы видели разную солянку рожек, ушек. Здесь атрибутики с Хэллоуина, заткнутые в дальние углы. Здесь просто не спрашивайте, просто разные какие-то маркеры, штучки для чего-то. Здесь тоже рожки, гримы, баночки декоративные для видео. Тут в этом месте все было по-другому поставлено. Мне пришлось внести некоторые перестановки именно с переносом какой-либо мебели, вещей, чтобы мне было более удобно и впихнуться как надо. Как здесь был клочок свободного места, я это перенесла сюда. Вот. Занималась, кстати, на всем на этом очень прикольно, очень удобно. Но вот пока нельзя. Здесь лестница на второй этаж. И на лестнице у меня висит календарик. И вот картинку вы видели. Опять же, спасибо большое подписчику и даже модератору за данную картину. До сих пор храню, до сих пор люблю. Здесь мы попали с вами в комнату, в которой я крашусь и в которой я смогла повесить свою бижутерию с Алика. Знаете, мне кажется, ну помимо того, что у меня шопоголизм, давайте по-честному, это нельзя отрицать, так и я коллекционирую просто все. Смотрите, как их много. Но большинство из этого вы видели в разных видео на мне. Сережечки, браслетики, кулончики. Ну, а некоторые вещи или новые, или еще пока не были использованы. Кстати, шикарная корона, но ей нужно ее починить, потому что у нее некоторые кристаллики отклеились. Просто, не знаю, разное количество бижутерии. Вот.
в детстве постоянно носила гвоздики, и это было так мило. Потом как-то они стали путаться в волосах, волосы цепляться, поэтому единственное, что я ношу, это цепочку с крестиком, и все. Все остальное это именно только как декорация, когда нужно красиво куда-то выглядеть, да, то есть для видео, для стрима, для жизни, если куда-то нужно пойти. Вот, больше с таким, а так просто вот, не знаю, как-то не ношу. Здесь котик опять меня преследует, потому что стоит мне куда-то пойти, всегда идут за мной, или одна, или вторая. Там сбоку лежит отпариватель, швабра для мойки полов, она была здесь, я ее на второй этаж перенесла. По-моему, в этой же комнате хранится пылесос, потому что мне удобнее со второго этажа начинать уборку. Ну и вот косметика. Косметики. Здесь еще больше косметики. Вот валяется, кстати, штатив с пауэрбанком, так как когда я записывала длинную версию, да, с голосом, где озвучивала изначально, да, все, а не как сейчас сверху шепот записываю. Там просто у меня батареек не хватало и пришлось к пауэрбанку подключаться. Вот тут разная косметика, не знаю, что-то для грима, что-то еще что-то. Коллекция ресничек. У меня, кстати, вот, можете видеть, пришли многие новые реснички буквально не так давно. Разноцветные и прочее под разные образы. Но и обычные, вот, кстати, чаще всего, которые использую. Здесь тоже какие-то блесточки, какие-то теняшки. Что-то с Алиэкспресса, что-то. Видите, у меня довольно много этого самого Никса. Не знаю. Просто одно время практически все косплееры его использовали, поэтому я его и покупала. Массажная щеточка для лица. Обожаю, кстати, ей водить по лицу. Она холодненькая и прям так бодрит, знаете, с утра. Когда вот проснулся ролик, нужно записывать, умылся, проснулся, умылся. И такой щеточкой поводить очень приятно. Ну, здесь вы видели разные какие-то резиночки, ленточки. В общем, разные части. Что-то от косплеев, что-то просто ушки. Большая коллекция эльфийских ушей всех мастей. Ну, не всех, но много. Здесь у меня ящичек с переводными татуировками. Вот. А здесь разные очки и челки накладные. Вот, блин, вроде они прикольные, но на самом деле с ними очень сложно. Они не очень подходят ни под мои парики по цвету, ни под мои волосы. Здесь ушки и ушки. Хотя эти ушки, кстати, должны лежать вот в этом стеллаже. Но у меня бардак. Вы же поняли, да, что у меня везде бардак. Поэтому они так валяются. Здесь огромная кипа проводов была. И вот, кстати, то лицо, которое вы видели, на такое же лицо я снимаю видео, когда уход за вашей кожей, макияж. Только в другом лице я сделала дырку для чего-то. Там вы видели, соответственно, принадлежности для волос. А это комната, в которой я записываю видео. И вы не представляете, насколько это классно, когда у тебя просто стоят штативы. Это непередаваемое, серьезное ощущение, потому что когда вот, знаете, вот в той комнатке мне были свои нюансы, да, это было очень сложно. 8 квадратов поместиться со всеми вещами, да, поместиться с техникой, ты в ней спишь, ты в ней стримишь, ты в ней снимаешь видео. Постоянно это штативы туда-сюда нужно собирать, разбирать. Это очень сильно раздражало.
туда-сюда накручивания. Да, не знаю, то ли штативы плохие, то ли у меня руки. Но были тоже с этим проблемы. Ну вот ты вот сюда приходишь, у тебя стоит прям шикарно. А здесь поставить еще один хочу штатив с другим фоном, чтобы было удобнее и проще записывать. Здесь ноутбук, на который я записываю звук, светя вот с той звуковой карты. Ноутбук, кстати, думала, что будет очень тихим, и можно будет его не выставлять из комнаты, но нет, его слышно. И поэтому ноутбук у меня всегда покидает комнату, и под дверью пропускаю провод. И он стоит изгнанным, шумит там. Вот здесь разные микрофончики, еще что-то. И вот так вот я, собственно говоря, и записываю. Здесь кровать, 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 кровать. Знаете, наверное, это самая была большая радость, это наличие кровати. Так как в последние года я спала на матрасе на полу, то кровать это было божественно. И да, вы видели, рядом с кроватью у меня хранится топор и тренировочный меч катана. Немножко неуютно бывает по ночам, как-то, ну, знаете, много пространства и немного неуютно. А вот это, кстати, мои обычные вещи в моей жизни. Вот там вы видели футболки и джинсы, а здесь мои пижамки. Это то, что я ношу в обычной жизни, пижамы и вот те джинсы и футболки. Чаще всего мой ассортимент одежды выглядит именно вот так вот, как там. Не так много. Здесь, собственно говоря, ванна, губка для мытья, кстати, кошачьих мисок, потому что здесь в комнате тоже стоят кошачьи миски. Не знаю, был здесь с этим кадр или нет. На какой-то записи я точно записывала, я уже запуталась. Вот, они тоже кушают еще на втором этаже. Зубные щетки, зубные пасты, да, я люблю чистить зубы каждый раз разной зубной пастой. Здесь, собственно говоря, туалет, потому что, как я посмотрела, большинство румтуров обязательно показывает туалет. Код, кстати, тоже присутствует. Книжка, в которой я пытаюсь что-то тыкать, но вечно забываю. Да. И вот ванна. Ванна, кстати, мне не очень понравилась. Очень долго набирается. Некоторые из этих штучек не работают. В общем, не знаю, пока она наберется, она успевает вся остыть. Я за обычную классическую ванну. Ну, как-то, мне кажется, она прикольнее. Хотя зато это такая чистенькая, беленькая. В ней хочу тоже пофоткаться, потому что такая большая. Здесь разные масочки, разные какие-то шампуньки, скрабики. В общем, огромный ассортимент мечты девочки. Вот. И, собственно, еще одно зеркало. Я очень люблю зеркала. Не знаю, они прикольные. И, собственно говоря, все. Надеюсь, что вам понравилось. Понимаю, что это не тот румтур, который, возможно, вы ожидали, не тот, который ожидала я. Но вышло у меня, к сожалению, так. В любом случае, вроде бы большинство всего, не знаю, я даже все показала. А именно если отдельно, то это уже нужно отдельные ролики снимать. Уж не знаю, на основной канал, на дополнительный. Но если будет много запросов от вас в комментариях, то что-то сниму отдельно. Косплей, какие-то наряды, парики, украшения, прочие, да, вещи. Так что обязательно пишите в комментариях, если вас что-то интересует более досконально, назовем это так. Вот на этом видео заканчивается. Большое спасибо вам за просмотр, большое спасибо за ожидание. И фух, мне удалось его выложить в этом году. Конечно, оно все по-другому планировалось. Планировалось и 1000 триггеров по квартире, и еще как-то.
ничего, 20-й год будет. Там мы с вами, надеюсь, разгуляемся и в этом году сделаем просто очень бомбический, очень шикарный, очень восхитительный, очень классный контент, да еще и в большом количестве. Дайте мне немножечко времени разобраться со здоровьем, вот, с какими-то неурядицами, да, и я буду вас обязательно радовать. Так что ставьте лайкосики, пишите в комментариях. Ну и увидимся с вами в следующих видео. Ну и также большое спасибо, что у меня есть вы. Благодаря именно вам, ну, благодаря вашей поддержке, благодаря тем, кто поддерживает на Патреоне, на стриме, чего уж отрицать, это так и есть, благодаря ним. Мы с вами, вот, собственно говоря, все и делаем. Аренда, какие-то все вещи, все это благодаря вам. Так что я постараюсь в следующем году отплатить вам большим количеством контента в благодарность за вашу любовь, искренность по отношению ко мне. Мне это очень приятно. Всем огромное спасибо, что вы у меня есть, что вы смотрите, что вы лайкаете, комментируете. Да, напишите, что вы ждете в 2020 году больше всего от меня. Больше стримов, больше видео, какой-то косплей, какое-то видео, не знаю, что именно, чего больше, прям вот так ждете. Буду все читать, буду смотреть и делать себе заметочки по обязательным пунктам на 2020 год. Ладно, вы и так слишком долго смотрите в черный экран, а я походу могу говорить вечно, иногда. Поэтому мы с вами увидимся в следующих видео. Всех целую, всех обнимаю и большое спасибо, что вы есть у меня. Спасибо за вашу любовь. Спасибо за вашу доброту. Спасибо, что вам нравится все то, что я делаю. Для меня это восхитительное, непередаваемое чувство.